Добрый день. Сегодня не случайный разговор с Владимиром Овчинским. Владимир Семенович – экс-руководитель Российского бюро Интерпола, а также является действующим советником министра внутренних дел России. И, собственно говоря, сегодня мы поговорим о тайне убийства 35-го президента Америки Кеннеди. В 2025 году весной Дональд Трамп рассекретил еще часть документов, касающихся расследования этого убийства. На данный момент осталось засекречено менее 1% документов. Вот сегодня хочется понять, что же осталось в том 1% документов, которые до сих пор засекречены, и что такого суперважного рассекретили американцы в 17 и 25 году? Когда Кеннеди был убит, сразу начала работать так называемая комиссия Уоррена, которая там проводила огромное расследование, длительно все. По ее результатам было сделано заключение, что Кеннеди стал жертвой убийство одного человека, что его якобы убил Освальд. И одновременно комиссия сослалась на то, что на тот момент большую часть документов нельзя было придать гласности, поскольку документы получены оперативным, разведывательным путем, и что они будут вскрыты в 2017 году. Поэтому вот этот год, он был определен еще комиссией Уоррена. Тогда, да. А потом, почему Трамп в 2025 году опять часть документов вскрыл, которые еще в 2017 году не вскрыли? Потому что когда он шел на выборы, вы помните, то один из конкурентов был Роберт Кеннеди. Это сын Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди, который тоже был убит. И вообще убийство и Джона, и Роберта разрывать нельзя. Как-то так получилось в американской истории, что отдельно расследовалось убийство Джона Кеннеди, отдельно Роберта Кеннеди, но это взаимосвязанные вещи. Ну, мы поговорим об этом еще. И вот сын Роберта, он пришел к Трампу и говорит: мне нравится ваша программа, и вообще я вам симпатизирую, и давайте я обращусь к своим избирателям. А он немало набрал. Для Америки он там где-то 7-10%. Это для Америки большой результат. И он говорит: с одним условием я вам отдаю голоса, что вы вскроете все документы, касающиеся убийства моего отца и моего дяди. И Трамп сказал: я вам обещаю это. И он свое обещание выполнил. Он опубликовал в 2025 году чуть ли не 60 тысяч страниц. Там было на два момента обращено внимание. Опять же, исходя из чисто политических целей, антироссийских, о том, что одна из любовниц Джона Кеннеди была якобы советская разведчица. Якобы. И якобы вот эта женщина, по-моему, Майер фамилия была, вот это всплыло, опять же, чтобы против России вбросить. Второй момент тоже антироссийский, они попытались, потом заткнулись сразу. Что за 2 месяца до убийства в Мексику, в посольство России в Мексике, пришел Освальд, и там была встреча с представителями посольства. Но про эту встречу я знаю все в деталях, потому что человек, который встречался с Освальдом, Олег Максимович Нечапаренко, он в тот момент был советником нашего посольства в Мексике, как работник МИДа. На самом деле он наш разведчик, относился к КГБ СССР, к внешней разведке. И он мне в подробностях все рассказывал. Человек, которого до сих пор считают по основной версии, собственно говоря, по главной версии, убийцей Джона Кеннеди, Ли Харви Освальд.
Кто он такой? Почему он приходил к нам в посольство? Что рассказывал Олег Максимович Нечапаренко про него? И как его оценивал? Вот расскажите. Ну вот я вам расскажу дословно, что мне Олег Максимович, он мой старший друг, он друг министра дел Куликова бывшего. И, ну, естественно, мы познакомились вместе, мы очень с ним дружим. И несмотря на свой сейчас почтенный возраст, ему уже за 90, и, значит, у него прекрасно работает голова, он прекрасные книги написал именно об Освальде, о том времени. И вот дословно я расскажу то, что он мне рассказывал. Да, и как оценивал он Хотя его? у нас абсолютно разные выводы. Олег Максимович убежден, что Кеннеди убил Освальд. Я помню 1963 год, когда убили Кеннеди, папа пришел с парткома МВД и говорит: убили президента США, наверное, война будет. Нам сказали, что американцы думают, что это СССР устроило все. И вот я как бы с детства запомнил. Олег Максимович рассказывал следующее. Он находится в посольстве, ему говорят: пришел человек, американец, и хочет встретиться с кем-то из сотрудников посольства. Причем как кто за Америку? Освальд, он уже жил в СССР, он хочет опять получить визу в СССР, ему надо съездить в СССР. Он его встречает. Заходит Освальд к нему в кабинет, достает пистолет и кладет на стол. Он говорит: вы что делаете, вы что хотите? И одновременно, нажал там, видимо, какую-то кнопку, все, там началась запись. Ну, что она полностью записана на аудио, это точно. Может быть, и видео. Тогда было кинокамеры работали, все-таки был 63-й год. Он говорит: пусть сейчас еще один человек подойдет, мы поговорим втроем. Подошел еще один человек. Тоже сотрудник и тоже из КГБ. Он говорит: что вы хотите? Мне нужна снайперская винтовка. Он говорит: мне нужно и в СССР съездить, и мне нужна снайперская. А зачем снайперская? Я хочу убить президента Кеннеди. Он говорит: вы чего вообще? А зачем вы хотите это сделать? Понимаете, я вот, когда в СССР жил, но мне не все там понравилось. Я потом жил в Беларуси, познакомился там со своей будущей женой, работал на заводе. Мне не понравилось у вас, как-то скучновато все. И мы потом с женой переехали опять в Штаты. Опять в Штаты, но я стал выпивать сильно, говорит Освальд. Выпивать, она мне стала делать замечания, потому что в наших, говорит, американские женщины не делают замечания, а у ваших, наверное, так принято, она мне стала все время делать замечания: перестань пить, там то. Я на нее стал руку поднимать, побивать ее. Она обратилась в полицию. И вот полицейский, который приходил и который наши конфликты разбирал, он потом стал с ней сожительствовать. Говорят: а дальше? А при чем здесь Кеннеди? А полицейский, он копия Кеннеди, говорит Освальд. Он говорит: так вы убейте полицейского, вам зачем президент? А полицейский очень гордится тем, что он похож на Кеннеди. Вот я застрелю президента, и тому будет очень больно. И я добьюсь своих целей, я ему отомщу. Слова психически нестабильного человека. Нестабильного. Естественно, нестабильно. Если он приехал в СССР, он же приехал, сначала думали, что это провокация. Его же изучали, и потом Олег Максимович отдельно изучал, и потом, когда уже вернулся в СССР, и все эти материалы они поднимали. То есть они были убеждены, что он не американский шпион? Сначала они думали, что это вброс такой, американский шпион, который говорит: я хочу изучить здесь социализм, я вот симпатизирую кубинской революции, я буду потом делать революцию в Америке, а потом ему все не понравилось здесь, вы скучно живете, и уехал. Но они поняли, что у парня нестабильная психика. Но он же, когда уехал, американцы подумали теперь, что он советский шпион. Американцы его пробивали, но я вам дальше хочу сказать. И вот представляете, вот все это записано, Ему говорят: вы идите, подумайте, естественно, его отправили. Тут же Олег Максимович вместе со своими товарищами докладывает в Центр. Тогда семичастный был председатель КГБ, бывший партийный работник, друг Хрущева, 1963 год это, докладывает. И они принимают решение, КГБ, что сообщить это немедленно в Белый дом Америки
и, значит, спецслужбы американские. Почему? Ну, потому что, а если убьют, и он был здесь, это же может война начаться. Это он же где-то раздобудет это оружие, потом застрелит, и все. И американцы все знали на следующий день. Вы представляете, американцы знают, что есть человек, который хочет убить президента. Он возвращается к себе в Америку. За ним должно быть наблюдение. Он спокойно там покупает ружье. Потом едет, значит, в Техас работать. Работает в этом здании, там на складе, раскладе. В Техас приезжает Кеннеди. И эти люди знают, что приехал президент. А вот как уже сейчас информация, которую и в 2017 году вскрыли, в 2025, что у американских спецслужб была информация, что могут быть покушения на президента США со стороны кубинцев, которые бежали от Фиделя Кастро, и со стороны мафии, потому что Джон Кеннеди вместе с своим братом Робертом, они объявили войну мафии американской. Их папа был одним из главой мафии Америки, Кеннеди-старший. Один из главных бутлегеров. Во время сухого закона он осуществлял в Америку поставки. И американская мафия говорит, это что за дела? Значит, дети нашего одного из крестных отцов теперь хотят нас тут гнобить в Америке, посадить, разогнать там и все. И одна из версий, что это может мафия организовать, и могут кубинские иммигранты. Это была информация, вот как сейчас вот уже ясно, она была уже тогда в спецслужбах Соединенных Штатов. У них есть Освальд, у них есть, значит, мафиозный мафия, след, кубинский у них след. есть кубинский след. Он прилетает в Техас, с ним охрана. Охрана это, вот мало кто знает этот факт. И это тоже было вот сейчас, в 2017 году опубликовано. Из 6 человек охраны, это служба, 5 человек ночью оставили Кеннеди и жену в гостинице, и одного человека оставили, а 5 пошли в публичный дом. 5 офицеров разведки. Ничего себе, да? Есть информация, о которой при покушении бросают президента с женой в отеле, и 5 уходят на всю ночь к проституткам. Ну, Владимир Семенович, могла же быть несогласованность между разными спецподразделениями и спецслужбами? В этих службах несогласованности не бывает. Не бывает. Американские спецслужбы – это часовой механизм. Особенно в охране президента. Это часовой механизм. Хорошо. Вы-то склоняетесь к какой версии? Все-таки, что Ли Харви Освальд убил? Дальше он дальше едет на машине. Машину открытую пускают при наличии информации о возможном покушении, при наличии, что Освальд, который хочет его убить, в этом городе работает и уже купил винтовку, при наличии того, что там есть группы кубинских мигрантов, которые готовят, и при наличии, что мафия готовит. Это вообще это нормальная ситуация? Или это кто-то специально дал команду вот такой полный беспредел устроить, закрыть глаза, чтобы у кого-то получилось? А вы как считаете? А я считаю, вот последний вариант, что, значит, готовили, и мафия готовила, и кубинские мигранты готовили, и Освальд готовил. Но и была еще одна структура «Интересант», которая решила не вмешиваться и посмотреть, как пойдут дела. У кого получится, правильно я понимаю? Кто они? Вот кто они? Это политическое, это люди из политического руководства Америки. Кто они? Это вопрос. Это вопрос, потому что многим не нравилось, что Кеннеди пошел на очень близкое сближение с Советским Союзом. Почему? Потому что вот эти договоры, они там все по ядерному оружию, по испытаниям. Да, и мы напомним, что 20 января, когда была инаугурационная речь президента Джона Кеннеди, он заявил о том, что он, собственно говоря, завершит эту холодную войну между СССР и Америкой. Да, многим это не нравилось, потому что военно-промышленному комплексу это всегда не нравится. Ну, они же перестанут зарабатывать. А там еще в мафиозной линии, помимо вот того, что это кланы, которые были связаны с их отцом,
еще Кеннеди был же очень любвеобильный. У него, помимо Жаклин, его жены, красавицы, было одновременно 11 любовниц. И все от Мэрилин Монро и кончая другими. И все очень красивые женщины. И несколько этих женщин были одновременно любовницами известных мафиозов. Над одним из мафиозов, как в Техасе, над ним стали насмехаться его окружение. Ну как так? Что, типа и с тобой спит, и с Кеннеди? Ну да, не то, что ты смотри, ты ее любишь, все, она вон с президентом, с молодым. А что такое в мафии насмехаться? Он должен это прервать и показать, что он... Это одна из версий, которая тоже вот в этих документах опять всплыла. Ну, такой себе мотивчик, согласитесь, Владимир Семенович. Нормальный мотивчик. Нормальный? И для мафии это абсолютно нормальный мотивчик. Просто другое дело, что при наличии одного, второго, третьего, четвертого мотива не принимаются сверхжесткие меры безопасности. Мне, кстати, очень импонирует вот эта версия. Что вы думаете про нее, Владимир Семенович? О том, что убил-то его Джордж Хикки. Нет. Это его агент, который, когда начались выстрелы, также начал стрелять. Он перезаряжал якобы ружье, и попал, у него да, и попало сегодня. Там... А Белый дом закрыл глаза. Нет, это все... Почему такая версия вам не нравится? Абсолютно, я считаю, что это ерунда. И специалисты, которые ее проверяли, тоже считают, что это ерунда. Хорошо, сколько было выстрелов? Вот давайте смотреть. Убили Освальда, и можно на него скидывать все, что угодно. Подождите, да, но вот смотрите, важное замечание. Ведь в этот день, 22 ноября, вечером, буквально через пару часов после того, как Джон Кеннеди умер, задержали Ли Харви Освальда. Его задержали в кинотеатре. Его сразу же допросили. На утро его допросили повторно. В допросах он не признался в том, что он убил президента. И он, в принципе, молчал. Как вы считаете, почему? Он говорит, вы что, с ума сошли? Он говорит, нет, я вообще тут не причастен, он говорил, Освальд. Хотя он, конечно, стрелял. Он стрелял, вы считаете? Да, то, что он стрелял... Сам? Да. Ну, то есть по своей инициативе? Нет, ему дали возможность, так же, как другим. Потому что вот для меня самое главное, это было несколько лет назад, когда в Америке, еще до публикации 2017-2025 года, это был где-то начало нулевых годов, и часть документов расследовательских, не из архивов, которые комиссия Уоррена закрыла, а которые собирали расследователи независимые, там были, они получили фотографии, вот если помните эти видеокадры, вот идет машина с Кеннеди, и тут вот люди стоят, тут такой бугорок, зелень, и вот там гоняет, и там выходит человек, то ли женщина, то ли мужчина в парике, в белом плаще, из двух рук стреляет по Кеннеди и по машине, в упор с двух пистолетов. А многие люди все это засняли, и это все было выставлено. Потом сказали, что это фальшивка. Какая фальшивка? Там экспертиза проведена независимая. Это все было известно уже давно. Так подождите. Кеннеди расстреливали с нескольких сторон. Поэтому и Освальд стрелял, и какой-то неизвестный стрелок есть был. такое понятие, значит, золотая пуля Освальда. Почему золотая пуля? Потому что одним выстрелом он убил Кеннеди, убил губернатора, ранил двух охранников, все одной пулей. Это бред собачий. Баллистические экспертизы показали. А потом вы же знаете, что мозг Кеннеди, после того, как он был доставлен и умер, он исчез. Потом сказали, что мозг Кеннеди украл Роберт, брат. Зачем Роберту воровать мозг Кеннеди? Просто украли мозг из там, где он лежал, чтобы нельзя было провести точную экспертизу, сколько у него пуль и каких пуль было в голове. Сколько было выстрелов? Свидетели утверждают, что 4. На месте, где якобы стоял Ли Харви Освальд и, собственно говоря, стрелял, было найдено 3 гильзы. Выстрелов было больше десятка. Выстрелов было больше десятков с разных мест. Особенно с холма, где в упор расстреливали. Хорошо. То есть Ли Харви Освальд, который тоже стрелял, он был одиночкой. Как вы считаете?
Тогда почему его через 2 дня по какой-то невероятной случайности убили? Он не случайно. Его ввели. Нечапаренко считает, что это чистая случайность, что он остановил, он там поминутно расписывает у себя, Олег Максимович, наш разведчик, он говорит, что если бы Ли Харви Освальд не задержался, не попросил переодеться и не потратил 20 минут на переодевание там какого-то свитера, его вывели по факту позже, чем по расписанию должны были выводить заключенного. И в этот момент он столкнулся якобы, собственно говоря, с тем директором ночного клуба, который, увидев его, вскинул, значит, там пистолет, выстрелил в него, и прекрасные телекорреспонденты все это засняли. Какая разница на 10 минут, на 20, если его Джек Руби ждал, ему можно и 10 минут, и 20 подождать. Он знает, что его ведут. Зачем его убили, если он не был основным стрелком Ли Харви Освальда? Чтобы потом, когда убит главный подозреваемый, на этом можно сбрасывать все. И на несколько сот лет говорить, что что это он убил. Он не дал, его не допрашивали, он не дал показаний, ничего не было. Он был задержан по подозрению. И все. По факту, да. И все. И его убили. И на него можно списать все. А убили другие люди. Он мог выстрелить. И он был неплохой стрелок. Вы говорите, он тоже стрелял. Но он про других стрелков не знал. Нет, конечно. Вы считаете, нет? Нет, конечно. А другие стрелки про него знали? Нет, конечно. То есть это вообще 3 разные условно стрелка? А может 4, может 5. 10 выстрелов было. 4. 10 выстрелов. А свидетелей сколько было убито, вы знаете, по делу Освальда? Любой человек, который заснял, который что-то узнал, который сообщил в этом. 110 человек убито было. Это тоже случайно. 110 свидетелей по делу Джона Кеннеди было убито. Любой человек, который что-то узнавал и говорит, я хочу сообщить, на следующий день его убивали. Что же такая структура? Почему так защищали хвосты-то свои? А чтобы не докопаться до политических организаторов. Но там вариантов-то особо не было среди политических организаторов. Мы не знаем. Мы не знаем. Америка, мы с вами обсуждали, всегда управлялась определенными тайными обществами. Поэтому кто заказал Кеннеди на самом деле? Почему? Мотив? Мотив, потому что я считаю, что его посчитали человеком, который может нанести большой ущерб военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов и большой ущерб нанести самой идеологии Соединенных Штатов как главного гегемона на планете, который устанавливает миропорядок свой. Он же, кстати, остановил все-таки Карибский кризис. Он выполнил слово, данное на инаугурации. А для чего? Вот это и людям и не нужно было. Они хотели дожать Кубу, они не хотели остановки холодной войны, они понимали, что СССР будет мощно развиваться, и они хотели наращивать это, а Кеннеди пошел на то, что потом назвали разрядкой уже в более поздние времена. То есть он делал такие вещи, допустим, простой вопрос. Почему, давайте аналогии, уже 3 покушения на Трампа было? Потому что он тоже стал делать такие вещи, которые не устраивали некие теневые структуры американские. Была еще одна версия, которая мне тоже кажется симпатичной. Через 48 часов буквально, после убийства Джона Кеннеди, был задержан некий Люсьер Сорти, уроженец Корсики, наемный убийца, наркоторговец. И утром 22 числа он как раз находился в Форт Уорте, где Кеннеди выступал с речью. Он находился в Далласе, он был в тех же местах, где проезжал кортеж президента. Разведка прекрасно знала, что, собственно, он разыскивается французскими властями, и что он был боевиком из ультрарадикальной организации. Собственно, и вместо того, чтобы его арестовать и допросить, они его просто выпускают из страны. Почему? А что тут удивляться? Мы сейчас наблюдали ситуацию в Вашингтоне, когда некий человек
напал на национальных гвардейцев, в том числе на девушку, застрелил их. А этот человек оказался афганский беженец. Вот. Не просто беженец, которого американцы вывезли, когда они бежали сейчас из Афганистана, и который одновременно был членом радикальных организаций исламистских. И тоже все известно. И мы задаем вопрос, а почему американцы? Вот такая страна. Так вот они, и Трамп говорит, а почему это при Байдене дали возможность ему въехать спокойно, и сколько таких, значит, людей шляется по Америке. А что такое вообще Техас и Даллас? Техас – это скопище бандитов исторически. Это штат бандитов. Туда съезжается вся мафия, все радикалы, это все были в Техасе. Это город бандитов. Поэтому, ну, что вот этого одного корсиканца выбрали? Там таких тысячи, десятки тысяч таких уродов. А вот, кстати, да, вы сказали, Трамп вот сейчас возмутился вопросом, почему же этого афганца не отслеживали, да, который устроил перестрелку-то. Вывезли его сюда, дали спокойно жить, никто за ним не следил, не проверял. Вообще, в принципе, отслеживают таких людей, ну, с сомнительной репутацией. Вот сейчас, мы не говорим про тогда, я знаю, что в Советском Союзе по линии КГБ очень четко такая работа велась. И наверняка в американских спецслужбах тоже. Но мы сейчас живем в другой стране. Вот и Америка живет в другой стране. Да, и Америка живет в другой Главный стране. конфликт Трампа с демократами с чем связан? Что он стал проводить операции по высылке незаконных мигрантов из страны. И говорить о том, что эти незаконные мигранты, вот как этот корсиканец, это люди, которые торгуют наркотиками, которые совершают преступления. Вот. И он их стал высылать. Почему он вывел Национальную гвардию на улице Трамп? Не потому, что он такой диктатор, который хочет, потому что вот он вынужден это было сделать. Ведь Америка вот такой, который Трамп застал, она стала за последний год такая. Я 10 раз был в Америке, всю ее исколесил, там была тишина, блажь, покой, а за последние там 10 лет превратилась в бог знает что, вертеп какой-то, как будто на 100 лет назад. Все перевернулось. И поэтому он вынужден это делать. А вот на тот период, когда приехал туда Кеннеди, в Техас, там такой же вертеп был. Даллас, Техас – это бандитские города были всегда, исторически. И тут удивляться нечего. Еще была версия, что это его преемник, который встал после него. Ну, Линдон стал. Линдон Джонсон, Линдон стал, да. По его, что ли, инициативе был организован этот заговор. Это управляемый человек. И сейчас, недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовал исследование уникальное, как миллиардеры США и триллионеры влияют на политику Соединенных Штатов. Оказалось, что все политические решения принимаются сначала группами американских миллиардеров из нефтяного комплекса, из IT-комплекса, из ВПК, а потом транслируются через решение Трампа, правительства и прочего. Они сами это опубликовали. И тогда было то же самое. Ничего, по идее, в Америке не изменилось. А если два брата, акробата, Джон и Роберт, решили вдруг, что они такие великие, и перевернуть Америку, их обоих и убрали. Но ведь Роберта убрали гораздо позже, там не через неделю, не через день, не через месяц даже. Ну, именно поэтому, потому что он стал набирать политический вес. ЦРУ говорит, что они не очень хотят раскрывать даже оставшийся 1% документов архивных по убийству Кеннеди, якобы потому, что это даст возможность понять методы и, собственно, то, как работала разведка, спецслужбы и спецагенты. В официальных документах, на какой бы гриф секретно, ничего такого вау мы не узнаем. А то, что они их не открывают, они объективно говорят. Потому что они же не могут сказать, что эта информация получена от такого-то источника, все, значит, а если он еще работает? То есть они не хотят источники раскрывать? Ну, конечно, они не хотят искать свою агентуру. А если этот источник, он еще работает? А если он умер уже, а его дети работают у нас в стране, в других каких-то странах? Зачем им раскрывать? Они никогда не будут. Это оперативная разведывательная работа.
Там никогда источники информации не палят. Это делают только предатели. А сами они своих людей никогда не палят. Если ты хочешь сохранить тайне, надо все источники зачищать. Как я понимаю, что даже если архив откроют на 100%, он почти Там уже ничего вскрыт. не будет. Там ничего не Потому будет. что если что-то есть, оно в другом месте, а на самом деле нету нигде. Потому что то, что это реальные заговоры, там бумаги не пишут. Они не пишут меморандум, это сделать, ничего. Они вот сели, мы так решили, и так и действует, и все. А кто рот открыл, того в расход. А документов не будет никаких. Можно долго перечислять версии о причастности к убийству Кеннеди масонов, государства Израиль, Ротшильдов, тайных обществ, нацистов, пришельцев. Одно остается неизменным. На сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. По официальному следствию по-прежнему Ли Харви Освальд остается единственным подозреваемым, одиноким волком, убившим президента Кеннеди. Ну а мы надеемся, что когда-нибудь все-таки и это тайное станет явным, как Никогда. вы считаете? Вот на этой печальной ноте мы и закончим наш неслучайный разговор. Спасибо, Владимир Никогда. Семенович.